Всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду готовить пирожки с вишней, как в Макдональдс, из быстрого слоеного теста. Часть пирожков я жарю во фритюре, а часть запекаю в духовке. Вот такие пирожки, которые я готовила в духовке. Они красиво подрумянились, получаются хрустящие. И вот пирожки, которые я жарила в масле. Они, конечно, тоже получаются очень хрустящие. Вариант приготовления выбирайте сами. И те, и другие пирожки очень вкусные. Тесто хрустящее и сочная начинка. Для приготовления ленивого слоеного теста мне понадобится подготовлю жидкие ингредиенты. Как видите, чашку я поставила на весы. Вес жидких ингредиентов должен быть 170 граммов. Добавляю в чашку яйцо, добавляю также соль, чайную ложку уксуса и вливаю воду. Сейчас хорошо все перемешиваю. В миску просеиваю муку. И на крупной терке натру масло. Периодически его перемешиваю. Все масло перемешиваю с мукой, чтобы оно равномерно распределилось. Не надо перетирать все в крошку. Делаю углубление и вливаю сюда жидкие ингредиенты. Очень быстро замешиваю тесто, чтобы масло не успело растаять. Это тесто получается слоеным именно за счет кусочков масла в тесте. Все соединяю в один ком. Посмотрите, тесто я не вымешиваю, просто вот так вот все соединила. Перекладываю тесто в пакет. И в пакете придаю ему прямоугольную форму. Я сделала вот такой достаточно плоский прямоугольник. Потом это тесто будет удобно раскатывать. И отправлю его в холодильник. Где-то часа на 2. Через 2 часа можно из этого теста готовить любую слоеную выпечку, какую вы хотите. Я вообще люблю это тесто готовить вечером. И уже утром могу из него выпекать то, что мне хочется. Для приготовления начинки мне понадобится. Для рецепта можно использовать как свежую, так и замороженную вишню. Я использую замороженную, перекладываю ее в сотейник. Лучше всего использовать сотейник с толстым дном. Всыпаю сахар. Сахар можно корректировать по вкусу в зависимости от того, какая вишня. И добавляю кукурузный крахмал. Если нет кукурузного крахмала, конечно, можно использовать и картофельный. Хорошо все перемешиваю и включаю плиту. Довожу массу до кипения. Я использую вишню без косточек. Стараюсь лопаткой перемешивать все аккуратно, чтобы вишня не примялась и оставалась целой. По мере прогревания она дает много сока. Когда масса закипела, при постоянном помешивании провариваю ее еще примерно 5-7 минут до загустения. Огонь можно сделать тише. Посмотрите, масса уже фактически хорошо загустела. Я ее провариваю в течение примерно 5 минут. И сейчас плиту я выключаю. Начинку переливаю в миску и оставляю до полного остывания. Посмотрите, какая она сейчас уже получается достаточно густая. Когда она остынет, она еще больше загустеет. Чтобы сверху на начинке не образовывалась корочка, я закрываю ее пленкой прямо в контакт. Оставляю остывать. Тесто у меня всю ночь лежало в холодильнике, оно вот так хорошо застыло. Видно здесь кусочки масла, тесто получится очень слоеное. И также начинку я тоже сделала заранее, она у меня тоже стояла в холодильнике. После остывания начинка вот так хорошо загустела. Рабочую поверхность я щедро подпыляю мукой.
Выкладываю тесто, также щедро его подпыляю мукой и раскатываю в большой прямоугольный пласт. Работать с этим тестом надо быстро, чтобы оно не таяло. Если вы видите, что тесто начинает прилипать, обязательно пользуйтесь дополнительно мукой. Я очень люблю это слоеное тесто, и у меня с ним довольно много разной выпечки. Ссылки на эти рецепты я обязательно оставлю под видео в описании. Я раскатала пласт теста толщиной примерно 3 мм. Сейчас немного подрезаю бока. У меня получился пласт теста длиной 44 см и шириной 39. Сейчас я его теперь разделю на кусочки с шириной 5,5 см и длиной 13 см. Конечно, размер пирожков выбирайте сами, какие вам больше нравятся. В итоге у меня получилось 24 кусочка теста и будет 12 пирожков. Кусочки теста немного раздвигаю для удобства в работе. И теперь формую пирожки. Кусочек теста я переворачиваю. Немного его подкатаю, совсем чуть-чуть. В середину выкладываю начинку. Слишком много выкладывать не надо, чтобы пирожок хорошо слепился. Снова немного подкатываю. Край теста слегка смазываю водой и закрываю сверху тестом. Хорошо прижимаю. И по краям пирожок еще прижимаю вилкой, чтобы швы точно не разошлись. Получается вот такой аккуратный пирожок. И сегодня часть пирожков я буду обжаривать в масле, а часть пирожков приготовлю в духовке. И вы выберете способ, какой вам больше нравится. Формую следующие пирожки. Пирожки, которые я буду готовить в масле, я сейчас перекладываю на доску и отправлю в морозилку минут на 15-20, чтобы тесто немного застыло, и тогда оно будет лучше вести себя в масле. И также, если у вас не получается очень быстро работать, вы можете кусочки теста тоже поставить не в морозилку, а в холодильник и доставать их по мере того, как вы лепите пирожки. Пирожки, которые я буду выпекать в духовке, я перекладываю на подготовленный противень. Я его выстелила пергаментной бумагой. Я сформировала все 12 пирожков. Вот эти пирожки, которые я буду обжаривать в масле, я пока оставлю в морозильной камере. А эти пирожки отправлю выпекаться в духовку. Сразу хочу сказать еще один нюанс. У меня осталось немного начинки, поэтому смело можете готовить для этих пирожков начинку не из 500 граммов вишни, а из 300-350. Эту начинку я заморожу и потом буду использовать, когда мне понадобится. Пирожки, которые я буду выпекать в духовке, сверху я смажу желтком, чтобы они получились более румяные и красивые. Можно в желток добавить еще немного молока. И теперь пирожки отправляю выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 15-18 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен вверх и низ. И буду готовить пирожки во фритюре. В сковороду наливаю масло. Проверяю, разогрелось ли масло. Опускаю деревянные палочки, идут пузыри. Пирожки я достала из морозильной камеры. Они вот так немного подмерзли, буквально совсем чуть-чуть. И сразу отправляю их в горячее масло. Очень аккуратно, чтобы не обжечься. И на среднем огне обжариваю пирожки до красивого золотистого цвета примерно 5-6 минут. Тесто здесь тонкое и обжаривается быстро. Готовые пирожки достаю из масла и перекладываю на бумажное полотенце. И обжариваю следующую партию пирожков. Итак, у меня получились вот такие пирожки, которые я готовила в духовке. Они красиво подрумянились, получаются хрустящие. И вот пирожки, которые я жарила в масле. Они, конечно, тоже получаются очень хрустящие. Тесто слоеное. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!